Добро пожаловать, друзья, на единственный разбор на композицию Савато на просторах Ютуба. Вы очень много меня об этом просили, поэтому мне не сложно, а вам приятно. Эту композицию я вам покажу в двух вариациях. Для новичков более упрощенная версия, а также для продвинутых в оригинальной версии, в которой играю я. А если ты еще не слушал этот кавер, то можешь кликнуть по подсказке в верхнем левом углу. Поэтому берите гитары, заваривайте чаек и погнали. Итак, друзья, все очень просто. Начинается все со стандартного строя, то есть ничего не надо перенастраивать гитару. И как мы видим, по табам, по тактам все начинается с третьей и второй струны открытых. Играем просто указательным и средним пальцем. Просто последовательно. Далее мы указательным пальцем ставим на вторую струну первый лад и безымянным пальцем на вторую струну третий лад. И играем. И получается все вместе. Это очень просто. Конечно, сейчас мы подошли к тому моменту, когда нам нужно сделать хамирон с пул-оффом. То есть он звучит вот так. Конечно, для новичков он может быть сложным, но новички могут не делать его. Могут делать просто вот так. Да, без вот этой фишки. И получается у нас вот так, с самого начала. Да, новички могут сделать вот так. Далее мы должны сыграть шестую и вторую струну вместе, открытой. Да, и получается вот так. Все очень просто. Дальше мы играем, ставим аккорд ми минор и играем последовательно пятую, четвертую, третью и вторую. И в темпе они должны звучать вот так. Дальше мы делаем небольшую паузу. И тут в табах у меня отображается как четвертая открытая струна. На самом деле это третья открытая. Я немного здесь ошибся, извините. Так, мы играем просто третью открытую. И дальше мы играем снова так же, как и первый раз. Третью, вторую последовательно. Ставим снова то же самое, что и первый раз. И играем то же самое. Абсолютно то же самое. То есть вот это будет звучать вот так. Да, просто вот так играем. И вместо шестой и второй струны, когда мы вместе играли, мы играем на этот раз, ставим средний палец на пятую струну второго лада и играем теперь пятую с второй. Теперь я сыграю вот эти три такта с самого начала, и вы посмотрите, как это все выглядит. Да, все очень просто. Средний палец на пятой струне. Идем дальше. После того, как мы сыграли вторую струну с пятой, мы играем третью, вторую, третью и пятую снова. Получается вот так. Вот так будет в темпе выглядеть. Дальше мы играем так же, как и первый раз. Третья, вторая открытая. Вот так. Опять-таки напоминаю, что новички могут делать вот так. Да, без всяких вот этих элементов. И дальше мы играем вторую с пятой струной. Да, но обязательно должно быть зажато на первом ладу. И дальше мы зажимаем средний палец на четвертой струне на втором ладу. Вот обязательно. И играем вот так. Четвертая, третья открытая и снова ко второй. Я думаю, ничего сложного. Идем дальше. Снова играем третью и вторую, открытые. Снова тут. И снова шестая и вторая, как в самом начале, помните, когда мы играли. И дальше мы ставим ми минор аккорд, играем четвертую. И вот здесь очень важный момент. Мизинец мы ставим на третью струну второго лада. И играем теперь четвертую и третью вместе. И здесь элемент пул-оффа будет. То есть мы сыграли. И потом нужно сделать пул-офф на третьей струне. Вот так. И после того, как мы сделали пул-офф, мы снова ставим мизинец и играем снова четвертую и третью. А для новичков, кто не может сделать вот этот элемент пул-оффа, вы можете просто за четвертую и третью сыграть, далее открытую третью
снова поставить мизинец и сыграть четвертую, третью. Все. Вот так просто. А в комбинации это все звучит вот так. Да, и мы можем немного бенд такой сделать. Третью струну немного опустить вверх и такое колебание сделать тона. Идем дальше. Играем, значит, снова, опять-таки, третью, вторую. Далее на первом и третьем ладу. И снова хаммерон с пул-оффом. Вот так. Или для новичков. Вот так вы можете сделать. И снова вторая и шестая струна. Следующая часть. Мы ставим ми минор и играем последовательно пятую, четвертую, третью, вторую. Да, все очень просто. То есть в комбинации должно звучать вот так. Да, сам как первый раз в целом. Дальше мы играем снова третью струну, чуть паузу делаем, третью струну играем. И снова вторая, третья. После того, как мы это сыграли, мы ставим средний палец на четвертую струну второго лада. И играем четвертую, открытую, третью. Далее указательным пальцем на второй струне первом ладу. Играем один раз и еще один раз, но уже со слайдом на третий лад. То есть вот так, два раза. Да, то есть пока вот так, просто сыграли вторую струну. И дальше слайд на третью. И должно звучать вот так. И в конце третью струну добавьте открытую. Итак, идем дальше. Играем точно так же, как в самом начале. Играем вторую, третью. Не убирая указательный палец со второй струны. Играем вторую струну с пятой струной. Да? Дальше мы ставим средний палец на второй лад четвертой струны. Играем его. Дальше открытая, третья. И вот здесь важный момент. Мы делаем хаммерон, вот, не убирая, конечно же, указательный, мизинцем прямо на третий лад второй струны. Вот так. Да? Для новичков можете просто вот сыграть и потом снова мизинцем зажать и просто сыграть. Без вот этого элемента. И должно звучать вот так. Да? И дальше безымянный палец ставим на пятую струну третий лад и играем пятую с первой. Пятую с первой. Дальше третью открытую. Дальше мы ставим указательный палец на первую струну второго лада. Играем первую с четвертой. Да, потом хаммерон. Угу. И дальше снова берем на втором ладу первую струну. Играем ее. И играем хаммерон с пул-оффом. Вот такой хитрый тут элемент. Хаммерон. Потом пул-офф. И пул-офф потом указательным пальцем. Вот так у нас получится. И в конце шестая с первым. Для новичков можете не париться, просто сделать вот так. Да, просто. Угу. И в сумме все это звучит вот так. Да, это все очень просто. Идем дальше. Идем дальше. После этого мы сразу ставим средний палец на четвертую струну второго лада, играем его, дальше вторая, третья и первая. Вот так она звучит. И начинается теперь самая интересная часть этой песни, сам припев. Итак, мы играем, значит, вторую, первую, с пятого на седьмой, и дальше мы ставим барре на пятую струну третьего лада. И сразу это должны мы сыграть. Да, вот так. После того, как мы это сделали, не убирая ничего, мы играем снова первую струну, зажатой на седьмом ладу, и делаем слайд в обратную сторону на пятый лад. Вот так. Вот так это все звучит. И дальше играем снова первая струна, дальше пятая струна зажатая с барре. И делаем пул-офф теперь. Играем первую струну и потом мизинцем пул-офф. Опять-таки новички могут делать вот так. Просто, не заморачиваясь. Дальше, после того, как мы сделали пул-офф,
мы должны сделать снова хаммерон с пул-оффом, но до этого мы сыграем пятую, вот, то есть сделали пул-офф, пятая, и дальше безымянным пальцем делаем пул-офф. И дальше, после того, как мы сделали вот этот пул-офф, мы должны мизинцем поставить на 7-й лад вторую струну, завершить, так скажем. И все звучит вот так. Даже рука заболела от того, что я так долго держал баре. И все звучит вот так в целом. Да, то есть ничего сложного. Теперь для новичков. Для тех, кто уже это понял, как это играть, можете просто пролистывать дальше. Итак, новички могут играть вот так. Да, можете с слайдом, но можете без слайда. Но со слайдом, я думаю, проще тоже и намного красивее. И дальше без баса. Без баса мы это все будем делать. Мы можем сделать вот так. Играем вторую, первую, вторую. На пятом ладу первую струну. Играем до 7-го лада. И дальше, не зажимая баре, мы играем вот так. Я думаю, все понятно, да? То есть... И завершаем обязательно на второй струне 7-го лада. Вот так вы можете сделать. Идем дальше. Мы делаем хаммерон на 7-й лад с открытой струны первой. Да? Дальше мы играем пятую струну открытую и ставим мини-баре на 5-м ладу. Да? Все 3 струны зажимаем вот так. И играем пятую с первой и пул-офф потом. Да, вот так. И снова первую. И получается вот так. Угу. И дальше, так как у нас зажато уже баре, мы играем просто третью, вторую и первую. Дальше мы ставим мизинец на 8-м ладу второй струне и играем 2 раза. И потом 4-я открытая. Дальше безымянным на 7-м ладу 2-я струна. И завершаем вот таким образом. Получается вот... Ничего сложного. И дальше мы снова переносимся на 2-й лад первой струны и играем хаммерон. Вот так. Дальше убираем средний и играем снова хаммерон, но уже с пул-оффом. Вот так. И снова ставим на свою позицию и играем 6-ю и 1-ю. С хаммероном на 3-й лад. И получается... Да, новички могут делать вот так. Да? Идем дальше. Мы играем без остановки 3-ю, 2-ю, 6-ю, 3-ю, 2-ю. Открытые струны. Ничего сложного тут. Дальше то же самое повторяем. Да, все абсолютно то. Я беру прямо средним пальцем, иду на 7-й лад и дальше указательным делаю хаммерон с пул-офф. Я делаю вот так. Но вы можете сделать так. К примеру, сыграли, заменили безымянный палец, играем, доходим до 7-го лада, дальше на 5-м ладу играем и делаем хаммерон с пул-оффом на 7-й лад. Снова тот же самый припев у нас начинается, играем его. И вот здесь есть изменения. Мы играем просто открытые струны. Это у нас 1-я и 6-я. И дальше мы ставим средний палец на 2-й лад 4-ю струну, играем его. И дальше поднимаемся вверх с 1-й струны. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. И 1-я, 3-я, 4-я. И получается вот так. Думаю, здесь объяснений не требуется. Идем дальше. Теперь играем 4-ю и 1-ю, но 1-я у нас зажата на 2-м ладу. И играем хаммерон. Давайте медленно покажу.
И дальше мы ставим вот такой у нас интервал. Это значит безымянный палец на первой струне третьем ладу и пятая струна на третьем ладу. Играем вместе. И дальше третья струна. Новички, опять-таки напоминаю, могут делать вот так. Да. И дальше третья струна. Мы ставим указательный палец на первой струне второго лада и делаем пулов. То есть средний уже нам не нужен, отпускаем. И делаем пулов с безымянным пальцем. Вот так. Либо новички просто, да, вот так могут сделать. И дальше мы ставим, значит, средний палец на третьем ладу первой струны и играем первую струну, а потом с хаммероном мизинцем на пятый лад. И получается вот так. Да, вот такой переход. Новички могут сыграть вот так. Угу. И далее, не отпуская указательный палец, мы делаем пулов. Играем, значит, четвертую первую струну, зажатая обязательно мизинец на пятом ладу. Да, вот так. И далее снова вот эта наша фишка. Профессионалы опять-таки могут вот так. Да. Мы уже практически на финише, осталось совсем немного. Итак, после этого мы играем, да, снова первая, шестая. И средним пальцем снова вот та часть мелодии. Да, тут так же, как и до этого. И далее мы играем теперь, не отпуская средний палец, четвертую, первую, дальше третью. Мизинцем мы зажимаем вторую струну, третий лад, играем его. И дальше мы как будто бы ставим С-аккорд. Я думаю, С-аккорд каждый знает. Это указательный на втором и безымянный на пятой струне, третьем ладу. Играем вместе пятую и вторую. Дальше два раза третью струну открытую. Первая открытая, дальше ставим мизинец снова на вторую струну, третий лад, играем вторую струну и четвертую. И получается в целом у нас вот так. И дальше мы снова играем. Или, да, это уже на ваше усмотрение. И ставим ми минор аккорд и просто последовательно все струны, кроме шестой. И дальше можно флажолет добавить на 12-м ладу. Или можете вот так натуральный флажолет делать. Вот такой, друзья, у нас получился разбор. Я уверен, каждый из вас справился с ней. А если вы хотите больше разборов на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые разборы. С вами был Давид. До скорых встреч!